Всем привет! Вы на канале Золотые ручки, подарки своими руками. В этом видео я покажу мой эксперимент, как я красила трубочки луковой шелухой. Накопила я шелухи полный мешок, здесь примерно 100 граммов. Складываю ее в кастрюлю, которую не жалко. Чтобы вся шелуха поместилась, немного ломаю и приминаю ее. Шелуху я предварительно не мыла, просто когда ее собирала, то выбирала только чистую, без грязи. Заливаю 3 литрами воды. Поставила кипятиться и после закипания убавила огонь. Прошло 10 минут, как она у меня кипит. И сейчас добавляю 1 чайную ложку без горки лимонной кислоты. Этот рецепт я нашла на просторах интернета. Лимонная кислота добавляется якобы для улучшения цветоотдачи. Но я этого не поняла, так это или нет. И оставляю вариться шелуху на медленном огне еще на 1 час. В итоге получилось, что я варила шелуху 1 час 10 минут. После этого выключаю плиту и оставляю раствор остужаться до комнатной температуры. Раствор остыл, беру марлю в 2 слоя и процеживаю. Если вы знаете какие-то рецепты окрашивания, поделитесь в комментариях, чем еще можно окрашивать трубочки, кроме коллера и покупной морилки. Очень интересно. После чего попробовала окрасить трубочки, и цвет получился очень бледным, еле заметным. Поэтому я поставила жидкость выпариваться на плиту. При этом сделала такую температуру, что у меня жидкость не кипела, а просто испарялась. Так выпаривала 2 часа. Объем уменьшился более чем в 2 раза. После выпаривания в жидкости появились хлопья, поэтому опять процеживаю через марлю уже остывший раствор. На выходе получилась почти полная бутылка, это около 700 мл луковой морилки. Сначала я попробовала смешать ее с акриловым лаком, как я это делаю с покупной морилкой. Но это была моя ошибка. Весь лак свернулся, наверное, из-за лимонной кислоты, и выпал в осадок на дно емкости. Но я не стала выливать раствор и напрочь забыла, что его можно процедить. Окрашиваю трубочки кистью, так как при этом способе окрашивания, по моему опыту, цвет получается более насыщенным. Мокрые трубочки выглядят вот такими рыженькими, но потом при высыхании они побледнеют. После того, как трубочки покрашены, сливаю излишки морилки в баночку и трубочки ставлю в вертикальное положение для равномерного цвета. Ставлю их на концы, где находится склейка. Эти кончики обрезаются при плетении. И, конечно, когда я искрасила первую неудачную баночку с лаком, следующую порцию я сделала уже без лака и продолжаю красить. Этих 700 мл морилки мне хватило на 600 трубочек. Если у вас есть опыт окрашивания какими-либо другими
подручными средствами, то поделитесь, пожалуйста, со мной и с подписчиками, конечно, в комментариях. Очень интересно, может, кто-то пробовал красить хной или чаем, или кофе, или еще чем-то. Очень интересно, как вы это делали и что у вас из этого получилось. Когда трубочки немного подсохли в вертикальном положении, я их вот так раскладываю горизонтально и дожидаюсь, когда они полностью высохнут. По качеству окрашивания трубочки получились равномерно окрашенными, за исключением тех, которые я красила в конце первой баночки, где у меня был осадок лака. А так, в целом, цвет получился очень красивым, не похож ни на одну морилку, которую я пробовала. Близко вот к этому цвету, но все равно другой. Дальше я буду плести из этих трубочек, как вы уже, наверное, догадались, пасхальную корзинку. Так что, мои любимые подписчики, не бойтесь экспериментировать, ведь любой эксперимент – это ваш опыт. И еще один момент. При таком способе окрашивания у меня очень много получилось расклеенных кончиков. Но они обрезаются при плетении, так что это не страшно. На этом все. Всем пока-пока и до новых встреч!